Опубликовано пользователем сайта «Круто». Великий Рембрандт и Вермеер стали ближе. Все эти трое великих художников с превью представлены на выставке в Москве. В ГМИ имени А.С. Пушкина проходит выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», которая является частной коллекцией Томаса и Дафны Каплан. Специально поехала на эту выставку, так как на ней представлено небывалое количество работ голландцев – 82 картины. К примеру, в Лувре было 30 картин, в Китае – 60-65, а после – неизвестно сколько повезут в Абу-Даби. Итак, начнем. Лейденская коллекция, названная в честь родного города Рембрандта, на данный момент насчитывает более 250 картин и рисунков, в число которых входит сам Рембрандт, Ян Вермеер, Карел Фабрициус, Ян Левенс, Герри Доу, Габриэль Митцу, Ян Стен и Леонардо да Винчи. Коллекционер Томас Каплан. 55-летний предприниматель Томас Каплан живет в Нью-Йорке. Свое миллиардное состояние он заработал на инвестициях в благородные металлы. Он начал собирать голландских мастеров лишь в 2003 году. Его страстное увлечение Рембрандтом уходит корнями в детство. Своего первого Рембрандта он увидел, когда ему было 6 лет. Страсть к Рембрандту и голландским мастерам не затухала с годами и заставляла его то и дело совершать паломничество в Государственный музей Rijksmuseum. Каплан утверждает, что никогда не думал становиться коллекционером. Цель его собирательской деятельности состоит в том, чтобы вызволить из скрытых частных коллекций художественные ценности и сделать их общественным достоянием. Почему Рембрандт? Главное в Рембрандте – это то, что он изменил все. Он порвал с классической традицией, с самой концепцией того, что такое красота и к чему должны стремиться художники. Он перевернул весь ход истории искусства. Ван Гог был одержим Рембрандтом, Делакруа тоже. Тернер говорил, что Рембрандт – величайший колорист всех времен. Пикассо был абсолютно помешан на нем, а также Фрэнсис Бэкон. Рембрандт до сих пор продолжает влиять на художников. Его картины – это импрессионизм и даже экспрессионизм за сотни лет до Моне. Андреа Малера говорил, что Рембрандт был первым художником, который трогает душу. Он был революционером. Для меня он стоит в одном ряду с Шекспиром, Достоевским и Эйнштейном, личностями, которые вышли за рамки своего времени и своей национальной культуры и в конечном итоге изменили ход истории. Томас Каплан. Выставка. Начать выставку лучше с 2 крошечных набросков. Рембрандт Ван Рейн. Молодой лев примечателен тем, что это не выдуманный лев или львица, а вполне конкретный, сидящий на цепи. Рембрандт никогда не выдумывал свои сюжеты, а рисовал только саму жизнь. Этот набросок Каплан не хотел приобретать, но его уговорила жена, убедив аргументом, что через этот набросок можно лучше понять гениальнейшего из художников, Леонардо да Винчи. Голова медведя. 1485 год.
Набросок со спичечный коробок, с размытыми линиями, Герредоу портрет Дирка ван Берштейна, одна из первых картин в коллекции Каплана, Рембрандт ван Рейн Минерва, центральная работа выставки. Очень похожа на его жену Саскию. По легенде, всех женских персонажей Рембрандт рисовал с жены, а всех мужских – с себя. Здесь стоит обратить особое внимание на свет, который проступает через каждую волосинку и золотистую накидку, в которой видна каждая ниточка. Ян Левинс портрет принца Руперта, автопортрет, счетовод за столом. Эти три картины завораживают игрой света и теней, переливами, точностью деталей. Левинс являлся другом Рембрандта и главным его соперником. Левинс был гением, и после картины «Принца» его пригласили работать при дворце, и он уехал. Рембрандт же, в годы отсутствия друга, оттачивал свое мастерство и по возвращению Левинс уже значительно его превосходил. Автопортрет – вообще картина вне времени, потому как если не знать, когда она была написана, то создается впечатление, что это молодой французский революционер XIX века. Ну а лоб счетовода как фотография, настолько детально прорисован, что заставляет стоять у картины, раскрыв рот. Карел Фабрициус с явления ангела Гарри, Фабрициус непревзойденный ученик Рембрандта. Он смог найти свой стиль и оставить после себя всего порядка 14-25 картин. Остальные были сожжены при пожаре в Делфте. Если вы читали роман «Щегол Донны Тарт», то это как раз тот самый художник Щегла. Эта картина много лет считалась работой Рембрандта, и Каплан покупал ее как работу Рембрандта. При реставрации коллекционер произнес фразу «хоть бы это был Фабрициус», и по невероятной задумке судьбы после чистки обнаружилась подпись Карела Фабрициуса. В России хранится единственная картина в Пушкинском музее Гера, скрывающаяся у океана и Тефи, Ян Вермеер «Девушка за Вирджинелем». Всего Вермеер произвел около 45 полотен, из которых сегодня известны 36. Долгое время эта картина считалась подделкой. Еще, что картина была испорчена и желтая накидка нарисована последователем Вермеера и прорисована не так тщательно, как нижняя часть юбки. Но после продолжительных исследований, было установлено, что холст и краски из студии Вермеера. Это малая часть произведений искусства, представленных на выставке, которые зацепили сильнее всего. Как удалось привести в Россию такую выставку? В 2014 году Каплан вместе с семьей были в Москве и Санкт-Петербурге и посетили Эрмитаж и Пушкинский музей. Я помню, как мы с женой стояли перед возвращением блудного сына, и я сказал жене: мы должны будем сюда вернуться. Так что когда нам выпал этот шанс, решение было принято за один день. Именно такая решимость помогла нам собрать уникальную коллекцию.
Когда мы активно скупали работы в середине 2000-х годов, дилеры часто говорили нам: «Вы покупаете как русские». Нам льстило такое сравнение. Екатерина II век в свое время по взмаху руки приобретала собрания, сопоставимые по объему с нашим. У нас, конечно же, таких возможностей никогда не было. Поэтому для меня коллекция – это настоящее чудо. Томас Каплан. Выставка продлится в Москве до 22 июля, затем будет представлена в Санкт-Петербурге с 4 сентября по 19 января. Оставьте свой голос, -531+.